Трумэн Гарсия Капоте. Американский романист, драматург театра и кино, актер. Многие его рассказы, романы, пьесы и документальные произведения признаны литературной классикой. Когда Бог вручает тебе дар, Он вручает еще и кнут, исключительно для самобичевания. Неудача – это приправа, которая придает успеху его аромат. Дорога к счастью не всегда асфальтовая. Так и не узнаешь, что твое, пока не потеряешь. Помни, ты, и только ты отвечаешь за свои поступки, и только от тебя зависит, сможешь ли ты изменить свою жизнь. Жизнь интереснейшая пьеса, но третий акт не задался. Всякому приятно чувствовать свое превосходство, но неплохо бы иметь для этого хоть какие-нибудь основания. На любовь не должно быть запрета. Для ребенка мать единственный человек, который поцелует болячку и ему сразу полегчает, а попробуй-ка объяснить это с научной точки зрения. Ветер — это мы, он собирает, хранит наши голоса, а затем спустя какое-то время играет ими, посылая их сквозь листья и луговые травы. Мне все равно, что обо мне говорят до тех пор, пока это ложь. Вся литература — это сплетня. Лучше глядеть в небо, чем жить там. До чего же пустое место и такое пасмурное. Просто край, где гремит гром и все на свете пропадает. Среди множества чудес, существующих на свете, есть и такое наблюдать за спящим возлюбленным. Пока он не видит, как вы на него смотрите, можно какое-то мгновение держать в руках его сердце. Деньги проникают в человека до самых костей. Богач может подарить вам на Рождество Рембрандта, но если нужно одолжить $5, лучше не занимайте у того, кто богат. Больше всего на свете мы хотим, чтобы нас обняли и сказали, что все будет хорошо. Важны не слова, а доверие, с которым тебя выслушивают. В славе хорошо только одно – вам обналичит чек в маленьком городе. Для меня величайшая радость писательства не в нем как таковом, а во внутренней музыке, которую рождают слова. Бывают произведения искусства, вызывающие больше интереса к творцам, нежели к их творениям, обычно потому, что в этих работах порою наталкиваешься на то, что всегда казалось лишь твоим личным, глубинным ощущением, и невольно задаешься вопросом, кто он, знающий про меня и откуда он это знает.
Разговор — это диалог, а не монолог. Поэтому хороших разговоров так мало. Два умных собеседника, будучи редкостью, встречаются нечасто. Хороший вкус — гибель для искусства. Желание узнать конец заставляет нас верить в Бога, колдовство, верить хотя бы во что-то. Заканчивать книгу — это словно вывести ребенка на задний двор и застрелить его. В писательстве есть законы перспективы, света и тени, как в живописи или музыке. Если вы родились, зная их, отлично. Если нет, выучите их, а потом переделайте под себя. Ты человек, ты обладатель свободной воли, которая ставит тебя выше животного уровня. Но если у тебя нет сочувствия и сострадания к ближнему, ты становишься тем же животным. Во мне хватает человечности только на то, чтобы пожалеть себя. Стоит тебе завидеть зеркало, ты прямо впадаешь в транс, будто увидел какую-то обалденную задницу. Всю жизнь чего-то ждешь, и даже если знаешь, что будет плохо, что тут можно поделать, не можешь же ты перестать жить. Некоторые города, как завернутые коробки под рождественской елкой, хранят в себе неожиданные дары, нечаянные радости. Некоторые навсегда останутся завернутыми коробочками, хранилищами загадок, которых не разгадать и даже не увидеть праздному туристу, да если на то пошло, и самому любознательному, пытливому путешественнику. Чтобы узнать эти города, развернуть их обертку, надо в них родиться. Ты существуешь в промежуточном мире, застывшем между двумя этажами, из которых один самовыражение, а другой саморазрушение. Слишком мало встречалось ей в жизни мужчин, настолько уверенных в том, что они мужчины, чтобы это подчеркивать. Знакомых у меня полно, друзей же немного, а тех, кто действительно меня знает, и того меньше. Важны не слова, а доверие, с которым тебя выслушивают. Я считаю, ты можешь переспать с человеком и позволить, чтобы он за тебя платил, но хотя бы старайся убедить себя, что ты его любишь. Одиночество, как лихорадка, разгуливается ночью. Большинство тех, кто кончает с собой, на самом деле хотят убить кого-то другого, гулящего мужа, неверную возлюбленную, друга-предателя. Но кишка тонка, и вместо этого они убивают себя. Богатство лишает человека чувства меры. Куда же денешься, если вечно спереди опасность, а за спиной обман? Никуда не денешься. Никуда. Любовь — это нежность, а нежность, вопреки распространенному мнению, не жалость. И еще меньше людей знают,
что счастье в любви не сосредоточенность всех чувств на предмете. Любят множество вещей, и любимый является с тем, чтобы стать всех их символом. Дневного света избежать легко, а ночь неизбежна, и сны — это гигантская клетка. У слабоумных, невротиков, преступников, а также, вероятно, художников есть нечто общее: непредсказуемость, извращенная невинность. Незаслуженный комплимент зачастую самый приятный. Всякому приятно чувствовать свое превосходство, но неплохо бы для этого иметь хоть какие-нибудь основания. Труман Гарсия Капоте. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.